С утра вся семья собиралась на дачу. Кошка Черника очень любила жить летом за городом. Вот где раздолье. Лови мышей-бабочек, гоняйся за лягушками. Они ведь так забавно пищат в траве. Но в этот раз брать с собой кошку не входило в планы семьи. Ехали только на выходные. Намечался пикник с друзьями, шашлыки, подвижные игры, шум гам, много детей и чужих взрослых. Решили кошку в этот раз оставить дома. Но Черника аккуратно пробралась в большую киевскую сумку, притаилась там до поры до времени и уже мчала вместе со всеми навстречу с природой. Внезапно из-за поворота лоб в лоб выскочила машина. Отец семейства еле-еле успел вырулить и отчасти спасти ситуацию. Аварии все-таки избежать не удалось, но, к счастью, никто из семьи серьезно не пострадал во время столкновения. Пока разбирались с другими водителями и ждали полицию, никто в суете не заметил, как испуганная Черника выбралась из своего убежища. Сперва она долго пряталась под машиной, а потом, когда маленькая Маша ее заметила, и вовсе пустилась наутек, скрывшись в ближайших густых зарослях ивника. Хозяева искали кошку где и как только могли. Они разместили объявления с фото во всех соцсетях, но все было без толку. Кошка так и не нашлась. Черника была любимицей пятилетней Маши. Котенка взяли в дом вместе с рождением девочки. Они вместе росли и были неразлучны. После аварии и потери Черники девочка замкнулась в себе и перестала со всеми разговаривать. Она замолчала насовсем. Малышка ушла в свой мир, плохо спала, не играла и ни с кем не общалась. Родители водили дочку по врачам. Те говорили, что Маша совершенно здорова, но говорить она так и не стала. И только один врач-психолог, узнав историю маленькой Маши, посоветовал заменить потерянную кошку на другую. Примерно в это же время молодая студентка Альбина навещала в приюте своих подопечных питомцев. Несколько раз в неделю она помогала своим друзьям, работающим в приюте. Девушка с детства любила животных, она подбирала на улице раненых птичек, котят, собак и несла всех в дом лечить. Родители Альбины – люди простые и добрые. Они тоже любили и жалели животных, попавших в беду, а потому никогда не ругали дочь за принесенного домой очередного найденыша. Они помогали ей выхаживать и лечить, если требовалось очередную попавшую к ним в дом зверушку. Потом кто-то из найденышей оставался жить в их семье, а других пусть и не сразу, а со временем, но все же удавалось пристроить в добрые руки. Когда Альбина выросла, то поступила учиться на ветеринара. Другой профессии для себя она не представляла. Сейчас в ее доме жила старенькая полуслепая дворняжка, 2 пушистых кота и их мама-кошка, все спасенные в свое время с улицы. Полный комплект, как шутили родители девушки. Поэтому, когда она увидела в приюте нового питомца небольшую черную кошку, то при всем желании уже не могла взять ее к себе. «Знакомься, у нас новенькая, зовут Черри». И работники приюта показали Альбине некрупную чисточерную кошку с большими зелеными глазами, которая больше походила на котенка-подростка, чем на взрослую кошку. На девушку из клетки смотрели грустные зеленые глаза. Таких глаз она еще никогда не видела. История Черри оказалась очень банальной. Ей было уже 5 лет, и все эти годы она прожила в любви и ласке у одной пожилой женщины. Но когда ее хозяйки не стало, то наследником кошка оказалась не нужна. Так часто бывает. И сын хозяйки принес Черри в приют. Работники приюта пытались поговорить с мужчиной, но все разговоры и попытки его убедить ни к чему не привели. Мужчина упрямо стоял на своем. Невнятное оправдание про то, что у его жены аллергия на кошачью шерсть. Про то, что они с женой чуть ли не круглыми сутками на работе и вообще, что они скоро уезжают в другой город и взять с собой кошку на новое место жительства у них нет никакой возможности. А потом еще и пригрозили, что если кошку не возьмут в приют, то она просто окажется выброшенной на улицу или они отдадут ее на усыпление. Работники приюта понимали, что кошке, которая привыкла к домашней жизни, на улице просто не выжить, и им ничего не оставалось, кроме как ее забрать. Всю ночь Альбине снились зеленые глаза бедной Черри, брошенной и преданной людьми. Она не понимала,
как можно так жестоко поступить с животным, которое любила твоя мать, животное, которое скрашивало годы одиночества твоему родному человеку. Каждый раз, приезжая в приют, Альбина видела, что Черри никак не может адаптироваться к новым для нее условиям жизни и даже отказывается от еды. Черри смотрел ветеринара и пришел к выводу, что по всем медицинским показаниям кошка абсолютно здорова, а от еды она отказывается из-за сильного стресса от переменной обстановки и, возможно, от тоски по дому и хозяйке. Кошка чахла на глазах, у нее потух взгляд, перестала лосниться шерсть. Целыми днями она сидела в клетке, обреченно забившись в самый дальний угол. Проведя целый день в приюте и наблюдая за Черри, Альбина поняла, что если срочно не найти ей дом, то она погибнет. «Не место этой кошки в приюте», — рассуждала девушка. «Уж очень она скучает по домашней жизни», — с грустью думала Альбина, глядя на сиротливо сидящую в своей клетке кошку. Она написала о Черри в социальных сетях, в группах помощи бездомным животным. Она рассказала историю кошки и поместила ее фотографии. «Очень надеюсь, что кто-то все-таки заинтересуется судьбой этой грустной и хрупкой черной кошечки и подарит ей шанс снова стать домашней». Но время шло, а Черри так и оставалась в приюте никому не нужная. В этот день Альбина, как всегда, возилась с животными. Неожиданно дверь открылась, и на пороге появилась молодая женщина, которая держала за руку девочку лет 5, рыжую с невероятно грустными зелеными глазами. Альбина молча наблюдала за ними. Они прямиком направились к клетке с Черри. Альбина инстинктивно решила не вмешиваться в происходящее. Иногда не надо мешать налаживанию первого контакта с животным. В глубине души Альбина молилась за Черри, только бы ей сегодня повезло. Маленькая Маша увидела черную кошечку, сиротливо сидевшую в углу клетки, и протянула к ней свои ручки. «Черника, Черника, ты вернулась». Девочка вцепилась маленькими пальчиками в прутья клетки и радостно шептала: «Черника, родная, наконец-то ты нашлась. Ты нашлась, нашлась. Я так долго тебя ждала». На удивление кошка, несколько месяцев просидевшая в углу клетки, подошла к Маше и стала вылизывать ей руки. Это была любовь с первого взгляда, взгляда зеленых глаз. Наблюдая эту сцену, мама девочки расплакалась. Ведь все это время с момента пропажи их кошки Маша не произнесла ни слова. Ее мама совершенно случайно наткнулась в соцсетях на историю Черри, которая была как 2 капли воды похожа на их пропавшую кошку. И они с мужем решили забрать Черри к себе и очень надеялись, что она поможет их дочке снова вернуться к нормальной жизни. Работники приюта согласились отдать Черри пока только с испытательным сроком, а там видно будет. Альбина пообещала часто навещать свою любимицу, ведь она тоже теперь была за нее в ответе. Так Черри стала Черникой. Машине стали объяснять, что к чему. Самое интересное, что сама кошка очень быстро освоилась в новой семье и в новом для нее доме и очень полюбила свою маленькую хозяйку. Она снова стала домашней ласковой кошкой и счастливо живет в любви и заботе. А еще через несколько месяцев нашлась и сама Черника. Теперь у Маши было 2 кошки, правда, сначала была небольшая путаница с именами, но потом все привыкли, имена ведь были очень похожи. Девочки сказали, что это нашлась сестричка ее любимой кошки. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, впереди еще много всего интересного. Всего доброго!